Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, зрители. С праздником Вознесения Господня. Вы знаете, постоянно вот праздники, да, перелопатили календарь, перекрутили все, везут кости нацистов, да, вот тех лет. Причем делают это вот с такой помпой. Прикрутили к этому Буданова. Кстати, так очень интересно. Мол, такая идея у него возникла. Не только Зеленский, понятно, первый, но и так далее. И кажется, что мы не просто там теряем, а уже потеряли вот ту Украину, за которую начинали сражаться. Вот с этого я хотел бы начать и немного послушать ваши мысли по этому поводу. Ведь то, что происходит сейчас, это какой-то ад. Ну вот, окружная Харькова, едет фура, FPV-дрон по окружной, хлопает, убивает водителя, горит фура. Что вез, как вез, что за фура, вообще непонятно, но как бы трагедия, по гражданской машине ударили. Сумы, прилет в дом. Сумы, ракетные обстрелы. То есть, и это только вот последних часов какая-то информация, до этого утюжат Днепр, в общем. И здоровая реакция на это, что это надо остановить. Но мы видим путь эскалации. И я так понимаю, что вот эти идеологические решения, они как раз такие направлены, чтобы, в общем, поддерживать этот путь эскалации. И все вроде как вынуждены с этим соглашаться. Почему? И не только путь эскалации, но и путь раскола внутри общества, потому что возвращение таких личностей, как Мельник, Коновалец, да, и других, это точно не скрепляет украинский народ между собой, да, и не ведет к какому-то единению. То есть, в принципе, да, любой украинец, который хоть как-то ознакомлен со школьной программой истории, прекрасно понимает, кто такой Мельник, да, что такое крыло мельниковцев внутри УПА, да, что по сравнению с Мельником Бандера был практически, да, непогрешимым человеком, потому что вот я сейчас так говорю, да, иронизирую, конечно, да, потому что, понятно, грехов достаточно и у того, и у другого, но именно отряды Мельника выполняли роль полицаев, именно отряды Мельника делали еврейские погромы, польские погромы и другие. Отряды Мельника служили рука об руку именно с СС, да, и с немецко-фашистскими захватчиками. И именно на Мельника Германия ставку делала больше даже, чем на Бандеру. У них по этому поводу был огромный раскол, они между собой боролись, устраивали всяческие диверсии, ликвидировали там солдат друг друга, да, управленцев и прочее. И где Мельник доживал последнее время? Доживал он в Германии после войны. Во-первых, там, да, вот Где рассказы все про они доживали все это время, и все, Александр? ну, кто-то еще в Канаде доживал, да, вот, есть и такие. Но этот в Германии. То есть откровенно понятно, что это был за человек и какая его миссия была в истории Украины. То есть не только я, ни один человек не назовет, да, где он боролся с немцами, какие города он освобождал, чего он вообще хорошего сделал для украинского народа, для Украины, да, неважно, там, Украинской Советской Социалистической Республики, да, или какой-то другой Украины, которая была у него в голове. Ничего хорошего не сделал. То есть это люди, которые боролись за власть самыми грязными методами. То есть они вообще не брезговали ничем. Более того, они гасили друг друга. То есть даже в этом смысл. И когда в Украину сейчас привозят, и особенно Зеленский, да, как бы в его-то положении, вот зная историю Мельника, да, вот как бы и историю семьи Владимира Александровича Зеленского, дедушки его, да, его этнического происхождения, ну как-то вообще не сильно прилично делать из этого большой праздник. Такое чувство, что он просто надругается над памятью своих предков. Вот чем они занимаются. Но, опять-таки, что Зеленскому, что его окружению плевать на эти все идеологемы, причем там на память предков, вот, на Бандеру, на Мельника, на Коновальца, на Шухевича, на Жукова, да, ну не, на Петлюру, от него. Я сейчас специально вперемешку называю фамилию, потому что им індиферентно. От то, що говорив Зеленський, яка різниця, як називається вулиця, да, якщо на ней стоит считальная машинка, и он бабки получает с этой улицы, то ему плевать. А если надо, чтобы подогреть какой-то кипиш, чтобы часть радикально настроенного общества, которая, например, там, дай
сих пор свято верит в непогрешимость Зеленского. Его окружение сказало: батька ты наш, кого ж ты привез? Ого, какой же ты молодец. Вот видно, что это наш хлопец, наш козак, а вы на него там наговариваете, да? Вот, и он это делает, потому что ему его окружение говорит, что это классная идея. Это отлично вписывается в ту идеологическую конструкцию, которую сейчас пропагандирует офис президента и его окружение. Но это все делается, для раскола, для отвода общественного взора, так сказать, да, общественного внимания, для отвода. Вот смотрите, вот вам Мельник, вот вам Коновалец, там еще Петлюра, там еще кто-то. Мы вам всех привезем, пантеон героев сделаем, отдельное кладбище вымостим, поставим вам памятники, переименуем улицы в Припяти. В Припяти улицы переименуем. Там никто, не живет. В Припяти улицы. Говорит, оказывается, руки-то дошли. На этом что же можно бабла заработать? Там таблички советские висят. Вот, нужно декоммунизацию Александр, Припяти. Это же дичь какая. вы как-то про деньги, а я вот о нечто таком большем, глобальном. Вот почему с этого начинаю? И почему прикручиваю к этому ожесточение войны? Потому что, давайте честно, вот если украинцы, они, получается, им тоже все равно. То есть, кого им... То есть, смотрите, еще раз, мы неоднократно и с вами говорили, что война долгая. За эти 4 с лишним года можно было спокойно сделать имя для ряда людей, которые там отдали жизнь или пострадали, или совершили какой-то подвиг, да, то есть из тех ныне живущих. Но Зеленский идет туда. То есть, получается, это абсолютно прямая логическая связь. Ты сейчас идешь, воюешь, чтобы быть похожим на вот этот пантеон героев, о котором он говорил. То есть, изначально человек, который там по зову сердца, давайте не будем отметать вот этих людей, потому что и люди, они воюют за Украину, за независимость, за свою страну, за свою землю. Не будем всех мазать одной краской, но мы тут с вами сидим и тут начинаем перебирать эти сорта, а их замазал Зеленский. Вы говорите, да, украинцы. И как к этому относятся украинцы, все равно им или нет? А у меня такой вопрос, да, риторический: а что такое украинцы? Кто называется украинцами? Да, что есть украинец? Одинаковые ли люди, живущие по своему менталитету, исторической памяти, да, и вообще видению мира, живущие в Ужгороде, во Львове, в Одессе, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске? Нет, не одинаковые. Эти люди отличаются. У них исторические разные предпосылки были созданы. У них историческая другая память. Они, если хотите, еще до недавно находились в разных империях, да, то есть предки людей, соответственно, и воспитывались разными ценностями. И то, что для одного украинца, потому что объединяет всех украинский паспорт и место рождения, да, либо в Украинской Советской Социалистической Республике, либо уже в Украине после 91 года, объединяет украинский паспорт. То есть украинец – это не этническое определение в данном смысле, это политическое определение. То есть политическая нация. Вот есть украинец, да, он может быть евреем, он может быть русским, он может быть поляком, он может быть румыном, он может быть еще кем-то, и его объединяет паспорт. Он украинец. Это, кстати, здравый подход на самом деле. Не делить нам какие-то нации, да, есть титульная, как пытались сторонники псевдонационализма показать, что в Украине есть титульная нация, есть национальное меньшинство, а есть вообще национальные отбросы, как они это делали. Нет. Есть политическое определение украинец. И то, что, например, для украинца, который был воспитан, да, там, во Львове, к примеру, да, не все, опять, то есть, какая-то часть, просто там преобладает одна идеологическая концепция, да, больше, чем она преобладает, например, в Одессе. В Одессе, к примеру, практически нет. Там 1%, и то, скорее всего, приезжих людей исповедуют подобную идею. Там этот человек воспитывался, у него, возможно, предки были сопряжены, да, с этими историческими фигурами, либо действовали как-то в этом контексте. Его воспитали так родители, дедушки, бабушки. Он себе видит, что Украина должна быть такой.
А одессит видит, что такой Украина, ну, не должна быть. Харьковчанин видит, не должна. Днепропетровчанин, да, видит, что не должна. Киевляне видят, что не должна. У них другие пантеоны героев, другая историческая память и другие взгляды вообще на справедливость и на правильность формирования будущего страны. И тут этот конфликт начинается. Что для одного украинца хорошо, то для другого украинца смерть получается. Потому что он не может предать себя, не может принять. Да, сейчас через колено начинает это все ломать, продавливать. Говорят, нет, забудьте свою историю, забудьте своих предков, забудьте, кем вы росли, забудьте то, что вас учила мама, какую колыбель вам пела. Вот теперь правильно, исключительно эта идея. Некоторые люди соглашаются, да, небольшой процент соглашаются. Некоторым людям все равно объективно. Лишь бы меня не трогали, ну, хотите Бандеру, хотите Шухевича, хотите Жукова, слушайте, не лезьте в мою частную жизнь. То есть такие люди индивидуалисты, да, мне наплевать, вот просто меня не трогайте. Такая прям чисто неолиберальный человек. Да, я сам по себе, вот государство не мешает, только дайте мне зарабатывать, кушать, кормить семью. Ну, такие люди тоже есть. И я не говорю, что это хорошо или плохо. В масштабах страны, да, там, строительство будущего, это, конечно, плохо. В масштабах отдельно взятого человека это его дело. Но суть не в этом. Есть и такие люди. Есть люди, к примеру, такие, как я. Я не могу это принять. И для меня это чуждо. Причем на уровне внутреннем, да, на генетическом уровне мне это не подходит. Я против этого. И таких тоже много. И когда они это делают, они сознательно пытаются продавить. Они сознательно пытаются навязать. И что они делают? Они делают больное общество, которое внутри друг друга ненавидит, которое готово сражаться друг с другом, которое испытывает ненависть, где-то латентную ненависть, где-то открытую ненависть. Но рано или поздно этот уровень общественного негатива друг к другу, в первую очередь, не тем, кто это навязывает, он вырастет до такого предела, что потом хоть хавайся. Именно по этой причине еще до войны я пропагандировал идею культурной децентрализации. Что нельзя на всю страну, которая разношерстная, разная эта страна, я ее объездил, эту страну всю. Я знаю регионы, знаю культуру многих регионов, знаю особенности культурные, знаю, чем они отличаются. Нельзя один конструкт взять и посадить на голову. Это невозможно. Можно только нагайкой, но это тоже рано или поздно приведет к обратному эффекту. И, собственно говоря, война немного сняла этот накал, да, потому что сказали, так, будете что-то там против государственной идеологии делать, агенты Кремля, тюрьма, санкции, еще что-то. Короче, все испугались. Ну, не все, большинство людей просто сели и подумали, ну, блин, сейчас я, ну, куда, не время сейчас рассказывать, что мне нравится, что не нравится. Это даже практически на официальном уровне запретили критиковать действия Зеленского, если вспомните. Многие говорили, ну, я не можу сказати, ну, війна іде, ну, давайте не давайте будемо розбиратися після війни. И эта А, тема пропагандировалась. Смотрите, тут же очень классно прослеживается эта связь, Александр. То есть мы, да, вы правы, есть такая негласная, нет, Зеленский, после войны разберемся, после войны все будет понятно, ни в коем случае. А потом мы видим вчерашнее заявление о том, что так если ты там что-то про Ермака говоришь, Ермака, его адвокат дает интервью и говорит, ну у нас такое законодательство, ну ошибся человек, ну взял 100 тысяч долларов взятки, ну что уж теперь, ну надо как-то, ну вы что, ну вот бывает всяко в жизни, понимаете? А если ты говоришь про Зеленскую, они сегодня Зеленский и Зеленская сфотографировались в вышиванках, всех поздравили с днем вышиванки, понимаете? То есть если ты там что-то говоришь о пленках НАБУ, если ты против мобилизации или говоришь, что это, ребята, так нельзя. Вон, сегодняшний случай в Одессе. Остановка возле поля, проезжают машины, видят, как по полю гонятся за очередным, ну я уж не знаю, как это, хотят его инициировать, да, под звезду Мельника, понимаете, то есть получается так. То есть если ты это говоришь, то ты агент, ты вот часть вот 100%. вот этого нового плана Шатун, понимаете? А начиналось с того, что, а давайте не будем критиковать, потому что война, а закончилось вот этим, что а нельзя критиковать. И понимаете, какая тут еще интересная история? То есть вот это нельзя, да, а там
А Миндич судится с Зеленским, понимаете? И все такие как-то смотрят, ну да, ну судится. Ну а что, имеет же право. А как кто он судится? А он гражданин или не гражданин? А что там в том секретном указе? То есть вот этот вот ваш аргумент о том, что всех объединяет украинский паспорт, если у тебя есть украинский паспорт, то сказали тебе мельник, значит мельник, сказали тебе не критиковать, не вспоминать, значит не вспоминать, он как-то немножко вообще не выдерживает критики. Знаете, тут такой еще аспект насчет вышиванки, да. Честно, меня до тошноты эта история надоела, она мне еще, когда мне было войны. Каждый негодяй, каждый коррупционер, на котором клейма негде ставить, ну просто проворовавшийся подонок, надевал на себя вишиванку, писав огромний пост, яке сьогодні велике свято, яке національне гарне вбрання. И брали к этой вышиванке, лепили вот все свое, да, вот этот напыщенный патриотизм, который вообще не имеет никакого реального основания под собой, дискредитировали эту национальную одежду. Так же, как и они национальные символы дискредитировали, потому что они любую дыру, любой свой косяк прикрывают именно национальной символикой и криками «Слава Украине!». Так же воровать удобней с криками «Слава Украине!», иначе ты будешь агентом Кремля. А так, если кричишь «Слава Украине!», да еще и вышиванка на тубину, так это по объективным признакам ты агентом Кремля быть не можешь, да? Это что, да, агент Кремля, он не может надеть на себя вышиванку. От него сразу кожа слазить начнет, а вот патриот может. И тогда, собственно, воровать удобно. И Зеленский сейчас выходит, его кента, ближайшего кента, вручили подозрения, в котором фигурирует ОПГ, организационная преступная группировка, в котором фигурирует все окружение Зеленского. И я уверен, фигурирует и Зеленский, просто об этом пока не говорят. Он это не комментирует. Вот вообще он считает, что если он будет замалчивать эту тему, то практически ничего не происходит. И он выходит с Еленой, которая, по мнению, там, да, опять-таки, средств массовой информации, я лично материалов дела не видел, тоже как-то там фигурировала, да, хотя потом уже опровергали и НАБУ и прочее, но тем не менее. Мы все помним эти скандалы с покупками там каких-то украшений по $1 миллион, которые возникали. Ну, это что же, понятно, на какие деньги это все происходит. Ну, не судило. В общем, фигурирует. І він виходить на головому газу, яке сьогодні чарівне свято. День вишиванки, бджолики літають, медок там збирають. Да ну Ющенко, вот такой второй Ющенко, день вышиванки у него. И тут появляется Миндич, это вообще комедия, реально. Я смотрю на эту комедию, ее разыгрывают именно для людей, которые просто смотрят, да, и не отбивают, что в реальности происходит. Миндич – друг Зеленского. Миндич – доверенное лицо Зеленского. Миндичу Зеленский помог выехать. Его не стопорнули на границе. Он не на лодках и лесах через Тису пробирался, не вплавь не нырял, да, и не прочее. Он выехал на комфортабельном Мерседесе через западноукраинскую границу. Доехал до Израиля, осел в Тель-Авиве, гуляет свободно, к нему подходят всякие ткачи и прочие, берут у него интервью, он рассказывает, да, я ни от кого не прячусь. Его лишают гражданства. И после этого, кстати, его лишать гражданства не имели права, сейчас эту тему тоже затронем. И после этого только оглашают международный розыск. Как кого? Как несуществующего гражданина Украины или как гражданина Израиля. А Израиль своих граждан не выдает. Так кому они хуже сделали? То есть не может даже Интерпол по нему сработать. Не может сработать по нему Интерпол, хотя у него экономическое преступление. У него не политическое преследование, он в экономическом преступлении замешан. Вот и все, и красота среди бегущих получается. И Миндич для того, чтобы на его друга не подумали, он говорит, ах, какой плохой Зеленский. Лишил меня возможности отсидеть десяточку да на киче, и подам-ка я на него в суд. Вот как это выглядит. А вот что касается лишения гражданства. У Миндича гражданство врожденное. Он не проходил натурализацию, да? А врожденного гражданства лишить нельзя по Конституции Украины. Зеленский этот паспорт не давал и забирать его не имеет права. В отличие, есть просто
определенные исключения в отношении граждан, которые натурализировались, получили этот паспорт, если они там получили его незаконным путем, обманным каким-то путем, подделали документы, да, и прочее, 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 их имеют право лишить гражданства на вполне законных основаниях. Но если мы, например, да, граждане Украины родились в этой стране, и этот паспорт мне дали, мне, как и Миндичу, неважно здесь фамилии, да, и какой-то человек, хоть Чикатило, да, не суть дела, не как это, Ануприенко есть такой маньяк, Да. сидит или помер уже, не знаю, ну, короче, пожизненное, да, получил конченый человек. У него паспорт не забирали. Не забирали паспорт, потому что... А он преступлений вот сколько она совершал, потому что он родился с этим паспортом. Человека можно судить, ему можно конфисковать его имущество, да, опять по закону, если он там какой-то страшный коррупционер. Но забрать документ нельзя. А Зеленский забирает. И не только у Миндича. Для Миндича это бонус плюс был, забрать у него паспорт. Потому что теперь он гражданин Израиля, он может посылать их далеко и надолго. Его никто не экстрадирует. А всех остальных, кого лишали гражданства, там депутатов народных, не знаю, еще каких-то людей, да, которые там медийных, не медийных, лишили гражданства. На каком, основании ты трогаешь чужой паспорт? Ты его Зеленский не давал, ты его забирать не имеешь права. Понятно, что это разыгрывается история о том, что, смотрите, Зеленский ни при чем. Ну, он вообще не в курсе был, воровство, это как бы так берут и отодвигают Зеленского, у него даже он с Миничем судится. Но суть-то в другом. Я вот сейчас вижу, как абсолютно пытаются, ну вот если мы проговорили там про идеологическую историю, да, но пытаются и функционально, управленчески менять, да, вообще как бы ужесточать и закручивать гайки, менять жизнь людей. На севере Украины, Ровенская, Житомирская, Киевская области, Черниговская, понятно, введены экстренные, в общем-то, действия для того, чтобы к порядку всех, так сказать, призвать и выявить каких-то плохих людей, диверсантов. Ну, в общем, покошмарить надо народ. Почему? Потому что которые сутки я сначала думал, что это как бы волна, ну там, она периодически всплывала. Вот нам что-то угрожает из Беларуси. Ну что-то угрожает хорошо. Но которые сутки, изо дня в день мы слышим совершенно разных официальных лиц, кроме Зеленского, да, которые говорят, что нам угрожает атака из Беларуси. В Беларуси сейчас они показали эти учения российско-белорусские с применением, или как тренировка, не применением, тренировкой с ядерными боеприпасами. Ну, собственно, и все. Каких-то перемещений вдоль границы нет. Каких-то, скажем так, таких воинственных выпадов, ну, они, конечно... Понятно, что все на чеку, да, их можно придумать вот на раз-два. Это очень легкий способ, скажем так, всех опять мобилизовать. На Киев идут, или там, например, на какие-то другие регионы. Как вы думаете, вот Зеленский сейчас вот этой игрой на что рассчитывает? И сюда же, как бы в одну калитку мы как бы сюда запускаем, ну это просто какая-то фантасмагория, когда украинские дроны нарушают воздушное пространство Прибалтики. Сейчас еще один дрон сегодня залетел, их там сбивают, пытаются, вроде как идет осуждение, и министров обороны и премьер-министров просят в отставку, но раздаются голоса: да не-не-не, нормально, мы должны, Украина защищается, ну ничего страшного, ну пусть используют воздушное пространство. Хотя это ну просто нечто невообразимое еще условное там несколько месяцев назад. Знаете, просто может быть такая ситуация, при которой прибалты будут говорить, что ну а что, ну Украина пусть использует, мы разрешаем, но тогда русские могут сказать, ну тогда Россия будет сбивать на территории, в воздушном пространстве прибалтийских государств. Тогда беда начнется, да, на территории этих стран, беда реально начнется. Поэтому очень бездумное заявление со стороны министров иностранных дел и вообще представителей этих стран. Я удивляюсь, я когда услышал про Калининград, когда заявил, да, что давайте-ка мы шарахнем по Калининграду, и это говорит глава МИДа Литвы или Латвии, честно говоря, иногда путаю, да, их, Латвия, да. Латвии, да. Но это дичь какая. Ну, вот вообще отдают себе отчет. Великое ядерное государство Латвия, да, хочет вторгнуться и захватить Калининград, там какую-то крепость обрезать. Но он говорит, что единственное
наша сила в том, что мы уже давно осознали, что конфликт с Россией не лезь, конфликт с Россией неизбежен, да, и мы будем бить первыми, так сказать. Ну, дурак, действительно дурак, я по-другому не назову этого человека. Я просто раньше, да, еще когда наверное, в университете учился и не видел этих политиков воочию, да, не был с ними знаком, с министрами, со всеми. Я думал, ну, человек министр. Ну, значит, он умный, наверное, да, это самая большая ошибка человека, не сталкивающегося с системой, думать, что кто-то умный из-за занимаемой должности. После Климкина, Чугункина стало все понятно насчет ума министров, особенно иностранных дел. В данном случае в Латвии такой же персонаж, который, давайте Калининград заберем. А что не? Ну, так забери еще Ленинградскую область, сходи. Ну, если тебе твоя страна недорога, ну, пробуй. То есть это глупость, тупость. В данном случае по Прибалтам все понятно, да, как бы они эту повестку отрабатывают, иногда громче всех, чтобы как-то оставаться в медийном пространстве, они говорили. Что касается Зеленского и территории Беларуси, пока каких-то, во-первых, мы не получаем данные, да, из Генштаба, мы не знаем, какие где планы, но мы можем анализировать ситуацию по открытым разведпризнакам. То есть, что происходит, да, например, где скопление войск, вы правильно подметили, учения ядерные и скопление там войск сухопутных и прочих, это две большие разницы. Учение ядерное проводится на территории Беларуси не для того, чтобы шарахнуть по нашей стране. Нет. Они проводятся именно по той причине, потому что еще недавно, до того, как начались эти учения, были объявлены учения Франции и Польши с гипотетической отработкой ядерных ударов по территории Беларуси и Российской Федерации. Россия и Беларусь пошли на опережение. Плюс И начали... Россия делает эти учения параллельно одни, до этого были еще одни. Америка делает то же самое, испытывает Minuteman 3. То есть мы видим, что это немножко другая история. Не немножко, а вообще другая история. Но Рютте выходит и говорит: если ударите по Украине, у вас будет разрушительный ответ. Ну и все так понесли это за ничего себе. Целый Рютте вышел и пригрозил России. Но, говорит. Там, правда, над Черным морем натовские, британские самолеты гоняют российские суда. Ну, это такая уже, это не первый раз такое было. Это, в общем, дело такое. Ну, и их перехватывают и захватывают суда эти британские. Смотрите, насчет Рюта, да, он думает, что папочка за спиной стоит. А папочка за спиной не стоит. Папочка недавно сказал для Тайваня, что вы думаете, что за вами Соединенные Штаты Америки, так вы глубоко ошибаетесь. За вами нет Соединенных Штатов Америки. Поэтому давайте чипы перевозите на нашу территорию и меньше рыпайтесь, потому что мы за вас вписываться не будем. Дословно, что сказал Дональд Трамп по отношению к Тайваню. А Рюта думает, что за кого-то другого будет вписываться, что, может быть, за Литву, Латвию, Финляндию и прочее, или, может быть, за Польшу, или даже Германию. Нет, конечно. Американцы этого делать не будут. Об этом они публично неоднократно заявляли. Более того, это даже прописано в стратегии национальной безопасности США, что они этого делать не будут, что они вообще пересматривают подходы к НАТО. И США не должны защищать все страны, которые входят в НАТО. Это черным по белому написано. Но такие заявления делаются. Опять, насколько они безумные. Вот, с точки зрения логики. Я уже даже молчу с точки зрения высказываний, потому что можно приводить высказывания разных горячих голов с Российской Федерации, которые заявляли, что надо применить ядерное оружие там, да, и по Украине, и по Европе. Но когда выступает Путин, он всегда говорит, по Украине никакое ядерное оружие применяться не будет. Кто бы что ни говорил. Все остальные заявления, да, всех остальных чиновников, там, не знаю, каких-то очень великих людей внутри России, да, какую бы должность они ни занимались, они не значат ничего после того, как Путин говорит, что этого делать никто не будет. Это важный момент. Во-первых, с точки зрения логики, да, когда бы гипотетически, мы просто моделируем ситуацию, Россия могла бы наносить этот ядерный удар. Ну, наверное, это был бы последний аргумент, да, когда все пропало, все проиграно, Курская область, там, не знаю, еще какая-то область, и остановить войска нельзя, НАТО прет, и это последний аргумент. Наверное, при таких раскладах, да, уже это было. Была же Курская область, да, и, казалось бы, с точки зрения доктрины ядерной России, а там это прописано, вот вам возможность, если хотите, вот аргумент, вот возможность. Этого не было сделано.
Тогда почему, с какого рожна это сейчас будет делаться, когда ситуация на фронте немного отличается от той, что была тогда? Так все, Очень смотрите, вы же отличается. понимаете, в каких мы информационных ловушках живем? Ну вот, я поразился последние дни. Едет Путин в Китай. Значит, объективно, давайте объективно посмотрим и сравним с трамповским визитом. Трамп тоже сравнивает, говорит, ой, хорошо. О, кого круче встречали? Меня, конечно, круче встречали. Хотя там, ну, идентичные там дети машут флажками, то есть там какие-то вещи, то есть там обеды, ужины. Что выпуливают, ну вот в информационных, скажем так, в информационных площадках? Говорят, да срочно, без пресс-конференции, сел и уехал Путин, Си Цзиньпин его там начехвостил, вот это вот все. Ты сидишь, смотришь как бы материалы оттуда, это же все открыто. То есть там приехали, чаепитие, там не чаепитие, подписание. Ну, то есть если сравнивать объективно две встречи, то российская встреча с китайцами была деловая. Деловая. Залетел Путин, переночевал, утро они там утро до вечера, понимаете, все решили, везде там прошлись, все очень мило, хорошо, замечательно, и уехали назад. То есть они решили какой-то свой вопрос и уехали. Ну, то есть так, так делается, да? Что было у Трампа за эти нескольких дней? Да что только не было. И проходы по саду, и вот эти подарки выброшены, Илон Маск там на фоне бокальчиков рожи как бы крутит, но он сына с собой взял, ну идти как хорошо. То есть, ну, какие решения? Нет, понятное дело, решение по продовольствию, чипам, 200 Боингов, это тоже деловая история. Но сам антураж, сама атмосфера, хотя там ну, можно прицепиться и к одним, и ко вторым деловым решениям, но это деловая встреча. Но антураж было, конечно, больше шоу. И понятное дело, что встреча китайцев и американцев, там будет больше шоу. Но говорят, что вот все, у Путина провальный визит. А тут сиди и думай, понимаете? То есть многие же ожидают, что после этого контакта, этой встречи будет что-то происходить. И все ожидают что? То есть эскалация или наоборот не эскалация. То есть какая-то очень разная, диаметрально противоположная трактовка выливается на одни и те же головы, и люди не могут сами как-то вот сообразить, так а что это было? Как вы оцените визит Путина? И действительно ли после этого визита характер войны в Украине изменится? Мы сталкиваемся сейчас с перекрестной пропагандой. То есть, с одной стороны, идет пропаганда, что у Путина провальный визит, поэтому он раньше уехал, он не остался. Вот. И неважно, что ядерные учения начались, да, в которых он должен принимать участие, вот, как руководитель. И не Это важно, никого не что интересует. визит запланированный был 2 дня, и это типа Да, эти же 2 дня это, были. это тоже не важно, да, это все, это значит провалился визит, но если бы он там месяц прожил, то, наверное, это считался бы успешным визитом. С другой стороны, аналогичная история в сторону Трампа. Аналогично ничего не подписали, хотели 500 Боингов, получили 200, а заявляли 500. Трамп не заявлял 500 Боингов. Я, может быть, сейчас разочарую, сейчас гневные комментарии полетят. Друзья, поищите, он не говорил об этом. Это медиа заявляли. Опять это часть пропагандистской истории, да, которая специально завышает изначально какую-то планку, а потом говорит, так не получилось, ну так все провалили, что вы хотите, у Трампа ничего не вышло, и у Путина ничего не вышло. Путин туда прилетел с практически половиной, большей частью правительства. Самые основные люди Российской Федерации с правительства и по строительству, и Роскосмос, вот, и по энергетическим, да, отраслям, и по сельскому хозяйству, и Химпром, и все остальное, все туда, то есть все эти люди туда полетели. Кому-то нравится, не нравится, это очень влиятельные фигуры, которые отвечают за целые направления по кооперации и сотрудничеству с Китаем. В том числе туда полетели представители банковского сектора, да? Туда полетел даже глава ЦБ, вот, полетела глава ЦБ. Вот, обсуждать обходные маневры и создание альтернативы там Свифта, да, и обход санкционной политики, и большую кооперацию банков и прочее. Инфраструктурные объекты, которые тоже подписывались. Туда полетели три
представители администрации президента, вице-премьеры 5 или 6 человек. Туда полетели российские олигархи, да, которые контролируют очень серьезные направления экономические. То есть тут делегация была высочайшего уровня. И все эти люди имели отдельные встречи, отдельные переговоры и будут подписаны отдельные контракты. Это не значит, что все нужно было там 17 человек, не, 17 у Трампа, там тоже где-то около 20 человек туда полетело с Российской Федерации. Или люди, которые не следят за повесткой, а хотят, чтобы им показали вот одним блоком сразу встречи всех, подписания всех и переговоры всех. Многие переговоры проходили без участия камер. Многие переговоры проходили тет-а-тет. Это один момент. Со стороны Трампа туда полетели представители BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Apple, да, Musk, там, ну, все сливки американского бизнеса тоже съехались, и все приехали в Китай. Все понимают, что Китай в реальном секторе экономики стал страной номер один, что с Китаем не просто считаться нужно, с Китаем нужно кооперироваться и выстраивать будущее сотрудничество. Это что касается экономики. Я считаю, что не провальный визит ни первого, ни второго. Понятно, может быть, где-то были завышенные ожидания, где-то о чем-то не договорились, но это бизнес, да, это экономика, это переговоры. Понятно, что нельзя сесть и о всем договориться. Всем же даже сила Сибири-2, там тоже столько качель между русскими и китайцами. Все выторговываются, торгуются до последнего юаня или рубля или доллара. И это нормально. Просто люди привыкли до клипового мышления, привыкли, что должны быть эффекты, шоу, бах, подписали, заявили. Ну так для такого эффекта и сказали, что, например, между Си Цзиньпинем и Путиным подписан договор, да, там не то что договор, декларация о новом многополярном мироустройстве. Это что же о многом говорит? Что они там осудили санкции, да, которые вводят в одностороннем порядке, нарушение там международного права, нарушение там уставов ООН, милитаризацию Японии. Это все важнейшие вещи, на которые почему-то не обращают внимания. Я понимаю, почему. Потому что, когда мы смотрим на украинскую пропаганду, да, вот сейчас с ней начнем, вот, то, разумеется, мы там видим, что все ж летели туда обсуждать что? Конечно же, Украину. А все остальное это так, это сопутствующее. Да? Какие-то бизнес-проекты, геополитика, Азиатско-Тихоокеанский регион. Это все сопутствующие вещи. Но это не так, друзья. Вот Украина там была, ну, если не 10-й, то, мне кажется, 20-й в обсуждении этих тем. Ну, Это момент. в общее заявление попало все-таки. Попала, конечно, попала. Она не могла не попасть, потому что это одна из зон конфликта, которая мешает кооперацию этих государств между собой. Этот конфликт необходимо решать. То есть это важный момент, но это не самый важный момент в двусторонних отношениях между Пекином и Москвой. Это важнейший момент в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном, потому что, в первую очередь, всем другим проектам, которые выстраиваются между этими странами, мешает именно украинский конфликт, именно война на территории Украины. Когда мы смотрим, например, там пропаганду со стороны России, мы видим, что, ну, американцы тоже. Американцы не подписали. Американцы там должны были больше, они хотели, у них были завышенные ожидания, и все. Тоже обращается внимание только на часть. Смотрим на пропаганду со стороны Соединенных Штатов Америки, там, либо европейскую пропаганду. Вот так и у русских провально получается. То есть мы попадаем, не мы, зритель попадает в ловушку пропагандистских потоков. И чтобы сесть и разобраться, не нужно успокоиться, отойти, посмотреть, какие реально встречи проводились, какие шаги сделаны, о чем заявлено, а о чем не заявлено. Я считаю, что то, что было сказано, о чем, кстати, ни одна пропагандистская машина, да, не упоминает, гипотетическая встреча на саммите ТЭЦ вот, в Китае, который должен пройти в ноябре, может состояться между тремя лидерами, между Трампом, Си Цзиньпином и Путиным в ноябре 2026 года. Это вкинуто пока. Понятно, что это может все поменяться, до ноября еще много времени, это все будет обсуждаться, но условная Ялта 2.0, она готовится. Она готовится. И что самое интересное, в этой Ялте 2.0 не будут принимать участие, да, условные Уинстон и Черчилли. Британцев и европейцев там не ждут. Зеленского тоже. А, Мы когда обсуждаем будущее войны,
Ну, потому что власть забывает про народ. И забываем о народе. Потому что у народа тоже есть какая-то воля. Да, где-то там ее ломают через колено, где-то еще что-то. У народа есть тоже какой-то, давайте так, ну вот какое-то видение будущего. И вот эта вся история с чехардой, с визитами заграничными, да, лидеров, геополитических лидеров, вообще мировых лидеров, она вот действительно там вот, а что же будет с Украиной? Сейчас вот в данном моменте я вижу очень плохую тенденцию. Помните, мы с вами обсуждали, по-моему, тоже, Никополь был, да? Утюжили дронами, сбрасывали листовки, скоро будет наступление. Это через речку, да? Через Днепр, напротив Энергодара. Проходит там какое-то время, люди возмущаются, записывают видеообращение к Зеленскому, говорят, да что такое, мы с 22 года вот это вот мучаемся. И город пустеет, 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 и, в общем, заглушили этот канал связи. Ну, видимо, там народу сказали помалкивать и, в общем, и так далее. Сейчас Марганец. Такая же история. Ну, вот такая же история. Люди уезжают. В общем, бизнесы какие-то там еле теплятся, дроны атакуют автомобили. То есть мы видим очень серьезное ожесточение. И люди, причем обычные люди, там девочки какие-то, то есть, да, они говорят, что там, защитите нас, помогите нам, еще там что-то. А потом это все резко раз и исчезает на примере Никополя, да? Ну, то есть, но все понимают, что это не потому, что исчезло, что направили там дроны-перехватчики, о том, что Зеленский услышал свой народ и занялся этим. Нет, просто все как бы идет, как идет. О фронте точно так же врут, как о визитах Путина и Трампа к Си Цзиньпину. Одни говорят, что у ВСУ резкий перелом. Другие говорят, что, ребята, о каких переломах вы говорите, если официально не признавали, значит, были же поводы, чтобы не признавать официально потерянное там несколько месяцев назад Покровск и Мирноград, но признали вот только сейчас. Родинская, которая, казалось бы, там она нависала немножко севернее, северо-восточнее, оно как бы было плацдармом, укрепом, но вот уже там бои уже все признали, то есть понятное дело, что это уже не тот укрепрайон, его там борьба идет, как бы нет. То есть, и вот ты тоже мечешься в этом понимании, да, там, а что происходит на передовой. И вот эта мясорубка, одни отмечают, что плохо двигаются там, российские Z, всякие паблики, говорят, вот не так воюют, надо по-другому воевать. Другие говорят, что вот, а что вы там сумели захватить, а вы будете идти к Славянску еще года 3 такими темпами. Вот такие, вот в этом всем как бы мы и живем вокруг этой войны. Можно понять объективно, что происходит, и главный-то вопрос заключается в том, что вот все говорят, то, что происходит, выгодно. Выгодно. Но люди-то страдают и достаточно серьезно и на линии фронта, и без линии фронта. Но появляются такие стерненки всякие, которые там возмущенно говорят, что ж вы вот это вот все. Тут у вас война буквально в 10, 15, 20 километрах. А дети на детской площадке бегают, по-русски говорят. Еще можно было, говорят, понять, если бы далеко в тылу там какие-то, да, вот родители плохие, плохо воспитывали детей, нерадивые родители, на суд их товарищеский. Но там далеко война. А тут же ж война, вот она. А вы вот это вот так себя ведете. Это обращение вот к тем людям, которые вот как в Марганце сейчас говорят, защитите нас. Сделайте что-нибудь. И вот для понимания того, что происходит на фронте, есть срез военный, а есть срез такой гражданский. Это все перемешали и создали вот эти военно-гражданские администрации, ими рулят. Как разобраться, что происходит на фронте на самом деле и что ждет гражданских ближе и дальше к фронту?
Следить за тенденциями, да, потому что все высказывания, все какие-то заявления, они направлены в первую очередь на того, чтобы спутать сознание, чтобы люди не имели объективной информации, да, особенно высказывания таких персонажей, которые вы назвали, да, с каких пор они мерилом нравственности стали, кому как говорить. И я напомню, что стали известны они только из-за того, что лишили жизни человека в прямом эфире. Так-то. И это не фигура речи, это действительно было. И сейчас почему-то об этом все забыли, да, и все они очень приличные, веселые ребята, которые раздают советы, кому как жить и что кому делать. Это таблетка для памяти, может, кто забыл. А что касается вообще фронта и отношения власти к людям, которые находятся в прифронтовых городах, плевать они не хотели, как и на тех людей, которые находятся в тылу. Мы это давно увидели, мы это увидели по эвакуационным мероприятиям, которые не проводятся, и уже когда только уже практически русская армия заходит в город, они говорят, принудительная эвакуация. Хотите, эвакуируйтесь, но мы принудительно говорим, да, а принудительная эвакуация куда? Это по поводу отношения к людям. Вы создали какие-то поселения, вы дали возможность людям переселиться, вы дали им жилье, вы обеспечили их доходом, вы дали им деньги там, на первых там, полгода проживания. Что такое принудительная эвакуация? В странах, в которые ведутся войны, да, и есть самые опасные там какие-то горячие точки, либо по прилету, либо боевые действия ведутся, страны, которые относятся с уважением к собственному населению, они создают эвакуационные лагеря, вот, и они оплачивают аренду квартир, проживание, потому что прекрасно понимают, что люди, семьи целые, они не могут просто переехать и начать жить, да, вот как они жили у себя дома. Это очень большие расходы. Есть категория населения, которая не может вообще переехать. Это пожилые люди, да, пенсионеры, там, люди с ограниченными возможностями, вот, люди с заболеваниями там, и прочее, да, которые требуют отдельного внимания государства. Со стороны государства этого нет. То есть наплевательское отношение мы это видели. Теперь, что касается фронта. Вот куда и как фронт движется. Объективно, да, от общего к конкретному, мы видим, что ни о каких мирных соглашениях речь не идет. То есть в ближайшее будущее никто не планирует даже проводить никакие переговоры между Украиной и Россией. Это понятно, как 2 плюс 2 4. То есть, мне кажется, с этим никто спорить не будет. Это значит, что все будет дальше продвигаться и именно по линии боевого соприкосновения. Видим ли мы какие-то серьезные операции, о которых говорит Зеленский, что сейчас русские будут наступать на Киев со стороны Беларуси? Давайте опять объективно. По линии боевого соприкосновения со стороны России, если не ошибаюсь, со стороны Украины и России плюс-минус одинаково, ну там может 100 или 200 тысяч разница, да, это 800 тысяч личного состава, да, вооруженных сил находится. Средняя, я точную цифру не вспомню, средняя, потом могут там люди поправить в комментариях. Вот, чтобы идти на Киев, наверное, необходимо, да, формировать какой-то ударный кулак, вот, как говорят военные эксперты, да, это не менее миллиона человек. То есть для этого нужно наблюдать какие-то мероприятия, которые происходят в России. Их просто скрыть невозможно, да, тайно миллион человек набрать. И вот Зеленский, кстати, сказал, что русские не могут 100 тысяч набрать человек, у них не хватает мобилизационного потенциала. Мне кажется, любой человек, который более-менее с математикой дружит, понимает, что в стране, в которой проживает около 150 миллионов человек, уж точно мобилизационного потенциала 100 тысяч найдется, да, а тем более, что в России свыше 20 миллионов – это резервисты, то есть те, которые отслужили в армии. Свыше 20 миллионов. Поэтому, когда Зеленский такую дичь заявляет, я не знаю, на кого это рассчитано. Но мы пока не видим, да, каких-то подобных мероприятий. Значит, из этого можно сделать вывод, что какой-то серьезной, быстрой там, операции там, по вторжению в Киев, да, со стороны там, Беларуси, еще откуда-то не планируется пока. Это объективная логика. Когда она будет планироваться, мы это все заметим. Это невозможно сейчас скрыть в условиях спутников, да, и прочих вещей. То есть в условиях медиа, в условиях соцсетей это все не скрывается. То есть мы понимаем, что пока что
то, что мы будем видеть на фронте, возможны прорывы по направлениям. Они идут, если смотреть на карты, в том числе и украинские карты, да, и российские, мы видим эти прорывы и на запорожском направлении, да, и на харьковском, и на сумском направлении. Все это заметно. Но темпы, да, этих прорывов, они не очень сильно интенсивны, то есть они не быстрые, это не блицкриги. То есть это медленная война. К чему это все идет? Это война на это фактически война ресурсного потенциала, да, это война времени. У кого запаса прочности больше хватит. И здесь мы объективно понимаем, что раз Зеленский начинает проводить такую мобилизацию, которую он проводит, раз находится в состоянии не самом благоприятном, да, все эти генералы, мы видим, когда, как замалчиваются, вот вы сами сказали, да, потери городов, неудачные бои и прочие вещи, мы понимаем, что в каком направлении движется сейчас фронт. Мы понимаем, насколько ему вообще хватит запаса прочности. И ему необходимо показывать обратную тенденцию, потому что зависит он в первую очередь от денег, которые приходят с Европы. А там нужна картинка. Вот на эту картинку он и работает. Поэтому все его заявления нужно воспринимать с точки зрения привлечения инвестиций в войну, не более. Дайте денег, а то белорусы нападут. Получается Да, так. да, именно так. Белорусы и русские сейчас пойдут на Киево-Черниговское направление. И мы сейчас фортификацию будем выстраивать. Мы с вами на карте нарисовали фортификацию от Сум до Киева. Ну, вот теперь бабки дайте. Мы ее нарисуем еще и по земле. Да. А там получится она или не получится. Ну, если не получится, да, то скажем, что русские разбомбили. Вот, либо еще что-то. Ну, мы это строили, мы старались, вы что, нам не верите? Мы все сделали для того, чтобы укрепиться. Ну, плохо Минтич, укрепили. скажи правда, Да? правда, правда, Да, правда, конечно. да, это Так а точно. кто пойдет на мобилизацию первый? Я имею в виду официально, полнокровно, полноценно, не скрыто. Вот выйдет и объявит. Так, мобилизируемся. В случае Украины, там, ну, я не знаю, много же говорили. Видите, как заткнули все эти рты про женскую мобилизацию все. Ну вот это прям видно было, что вот они, это несколькими волнами. То есть женская мобилизация, все обсуждают дня 3-4 недельку. Женская, там, понижение возраста. А потом раз всех и сказали всем молчать. И все там обсуждают, там, что Путин слабый, туда-сюда, там, и так далее. Там, ржавое ядерное оружие, вот это все обсуждают. Но есть же какие-то тоже признаки этому действу. То есть, с одной стороны, Украина, с другой стороны, Россия, да, которая там тоже говорит, вот, надо будет мобилизоваться, всех там резервистов, вот это все вперед. Но вынужден был тогда, я помню, несколько недель назад Медведев выходить и говорить, не надо нам этого. Ну, то есть, нет потребности. Получается, что никто вроде как ничего не делает официально, да, но все об этом говорят. Ну, насчет мобилизации в Украине, она идет. То Да. есть ее начинать как бы не надо. Она идет, и идет она полным ходом и любыми подручными средствами. То есть это не та мобилизация, которую там в фильмах показывают. Это жесткая, кровавая, уличная, бандитская мобилизация, да, с нарушением базовых прав человека. И это все делается под руководством высшего руководящего состава страны. То есть это не по недосмотру происходит, это по указке делается. И расширяется количество сотрудников ТЦК, потому что нужно больше ловить людей на улицах. Мы это видим. Что касается мобилизации в Российской Федерации, здесь, чтобы не сочли за какую-то пропаганду, да, я буду говорить словами Володимира Александровича Зеленского. Именно, кто хочет, пусть найдет в интернете. Зеленский где-то год назад или полгода назад сказал, что у русских много денег, вот, и они могут себе позволить контрактную армию, да, они могут это все оплатить. Поэтому я так же хочу, как Путин, сказал Зеленский. Вот, но у меня этих денег нет, поэтому, уважаемый Европейский Союз, выдайте мне этих денег, эти деньги. Он сам ответил. Россия пользуется контрактной армией. То есть для того, чтобы собрать людей, России не нужно проводить мобилизацию в том виде, в котором в классическом мы привыкли это видеть. И об этом сказал Зеленский. Он сам проговорился еще тогда. Он сказал, я тоже так хочу, как русские. Только у меня нет столько денег. Поэтому, пожалуйста, европейцы, дайте мне эти деньги. Я думаю, это очевидный ответ на то, как будут происходить мобилизационные процессы, то есть привлечение людей в состав вооруженных сил и одной, и другой стороны конфликта.
Вот. И при таких условиях тут уже вопрос к другому. Вопрос там, к боевому духу, к желанию людям, которые видят происходящее в стране, в высшем политическом руководстве, да, отдавать свою жизнь. В этом вопрос. Потому что уже патриотическая мантра, которая изначально была запущена этими 1000 головами, да, о которой Мендель говорил, она уже не работает. Каждый на себе это ощутил. Каждый увидел строительство династий. Где, кстати, Ермак? Где Ермак? Тишина. Вот человек вышел из СИЗО, за него внесли заставу, и тишина. Обвиняли его в воровстве на войне. Во время войны высшее должностное лицо вышел под залог, и все, исчез. Я не удивлюсь, если мы его скоро где-то увидим. В какой-то стране, да, на каком-то митинге, еще чего-то. Он же сказал, я не поеду. Вы что? Нет. Ну, я в Украине. Но он, подождите, он говорил, что на фронт пойдет. Он много чего говорил. Да? Это он говорил Он хозяин своих слов. в личной переписке с журналистом Нью-Йорк Пост. Ну, Странно как-то тогда тоже получается. Личная журналист. Знакомая, наверное, в Нью-Йорк Пост работает. В любом случае, будем наблюдать, конечно, и следить за всеми событиями. Александр, благодарю за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайк, не забудьте, пожалуйста. И, конечно, подписывайтесь на Александра, Телеграм, Ютуб, к вашим услугам. Добра и света, несмотря ни на что. До скорого.